Вчера стало известно о том, что в субботу в результате конфликта на дискотеке в ресторане «Пролеска» в Осиповичах сотрудник Минского ОМОНа убил человека. Предполагаемый убийца Влад Герасимович, включенный в списки канала «Каратели Беларуси», где указано, что этот представитель так называемых правоохранительных органов избивает людей ради квартиры-выручия. Погибшим оказался военный комиссар Реческого и Лоевского районов Сергей Плеский. По сообщению телеграм-канала «Нехта», соседи Герасимовича узнали о том, что после случившегося за ним приехали и забрали в неизвестном направлении. Также местные жители отмечают, что конфликты между милицией и военными в Осиповичах не редкость. О случившемся пока известно только то, что в ресторане было несколько вечеринок, и между их участниками произошел конфликт, в ходе которого ОМОНовец ударил военного, после чего тот скончался. Судя по всему, силу удара силовик отработал еще на разгонах акций протеста в Минске. Маланка выражает соболезнования близким погибшего. Мы будем следить за развитием событий и надеемся, что в этот раз потерявший всякую связь с реальностью представитель карательных органов не сумеет уйти от ответственности за совершенное им преступление. Ведомство Ивана Тертеля, более известного по позывному «Фантомас», придумало новую схему, как насолить портящим жизнь террористическому режиму беглым. Схема достаточно нетривиальная. Белорусские чекисты инициируют процедуру аннулирования паспорта гражданина страны и подают в Интерпол информацию о том, что документ утерян и является недействительным. При этом гражданство человек не утрачивает, это невозможно по закону. Однако недействительный паспорт может стать большой проблемой, ведь восстановление через консульство – процедура достаточно длительная. Можно, конечно, вернуться в Беларусь, но для тех, кто был вынужден покинуть свою страну по политическим мотивам, это невозможно из соображений безопасности. Стоит отметить, что первый прецедент с использованием этой схемы случился на границе Украины и Беларуси, когда доброволец с позывным «Зубр» не смог въехать на территорию соседнего государства как раз из-за того, что его паспорт аннулировали. В связи с этим Белорусский дом в Украине запустил кампанию по информированию Интерпола об истинном положении дел с якобы утерянными паспортами белорусов, пока это не стало мейнстримовой практикой КГБ. Как отмечают в организации, международные механизмы не должны использоваться для подавления основных прав человека. На данный момент защитить себя от участи оказаться с недействительным документом в чужой стране нельзя. Интерпол – это международная организация, в которую входит 192 страны, включая Беларусь. В нашей стране действует Национальное центральное бюро Интерпола, которое является структурным подразделением МВД и подчиняется первому замминистра ведомства Юрию Назаренко. На днях вышло очередное пафосное пропагандистское видео о грандиозной стройке дороги в Гомеле по соединению улиц Советской и Крупской. Подавалось все это под соусом реакции на обращение работников унитарного предприятия «Випра», принадлежащего обществу глухих. Дескать, от людей поступил сигнал, что ходить по дороге из щебня в 21 веке в центре Европы удовольствие сомнительное. Вот и решили бравые госслужащие прислушаться к своему народу и навести порядок. Но сделано все было в свойственной им манере. То есть дорогу действительно начали ремонтировать, только не в том месте, где находится проходное предприятие «Випра», а к территории компании «Хвалана». По сообщению телеграм-канала «Флагшток», для работников «Випра» сделают только велопешеходную дорожку, хотя по ее качеству уже есть большие вопросы. Стоит отметить, что на предыдущее обращение по поводу ремонта дороги у проходной предприятия общества глухих реакция все же была, только без пафосных видеоотчетов. Так называемые ремонтники просто выехали на место, прошлись скребком и посыпали ямы песком. Как говорится, социальное государство в действии. По меньшей мере 59 миллионов рублей было выделено в 2020 году из госбюджета для погашения долгов убыточных предприятий. Всего перечень акционерных обществ, которые получили государственную поддержку, вошли 10 предприятий, 4 из них на Гомельщине. Самые большие бюджетные вливания получил Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат – 42 миллиона рублей. Важно отметить, что именно он вошел в число самых убыточных предприятий области. За счет налогоплательщиков убытки были покрыты в том числе и на Гомстекло, Гомельдрев и Речица Древ. Что касается деревообработки, то в Гомельской области эту отрасль пытаются спасти уже 15 лет, но она так и не смогла выйти на стабильную финансовую работу. Что делать, если твое предприятие задолжало около 2 миллиардов рублей? Закупаться игровыми ноутбуками на 50 тысяч рублей. Такова логика руководства самого убыточного предприятия Гомельской области Гомсельмаша, которое накопило долгов на сумму по итогам прошлого года, оказавшуюся больше стоимости всего имущества и активов крупнейшего производителя комбайнов. Обязательным требованием к закупаемой технике является наличие мощных процессоров, относящихся к геймерским. Всего планируется закупить 11 игровых ноутбуков. Судя по всему, менеджеры предприятия намерены скрасить свои тяжелые трудовые будни не мыслями о том, как расплатиться с долгами и выплатить зарплаты сотрудникам, а расслабляющей игрой в танчики. Напомним, что Гомсельмаш является крупнейшим предприятием Гомеля по численности работников. На начало прошлого года на заводе работало более 8 тысяч человек.
И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!